В это просто трудно поверить, но мы сейчас живем с вами в такое время, когда к нам летит огромный летающий объект. И многие сейчас в интернете обсуждают эту новость. Астероид это или инопланетный корабль? А если да, враждебный ли он? Может быть, он несет что-то зловещее на борту? Может быть, там на нас собираются напасть какие-то злостные захватчики? Давайте выясним это сегодня. Сегодня у меня есть для вас невероятнейшая информация. Такие новости, которые действительно потрясают сознание. И когда люди говорят, вот, ну когда же какие-то удивительные события мы будем наблюдать, когда же эти изменения, которые вы обещаете, произойдут, а вот они прямо сейчас происходят. Это невероятные новости. На самом деле мы живем в такое время, когда становится возможным не только догадываться о том, реально это или нет, но и проверить это с помощью специальных способностей. Я уже отправился к этому астероиду по имени 3I Atlas, который движется сейчас в сторону Солнечной системы, уже вошел в нашу сторону, и через астральное путешествие, через тонкий план и дальновидение вместе со своими наставниками с Плеяд я отправился туда для того, чтобы выяснить, что это такое на самом деле. Мне было очень интересно самому узнать, так ли это. На самом ли деле это просто астероид или комета, а может быть это инопланетный корабль действительно? И если это инопланетный корабль, что он нам несет? Что я выяснил? Сейчас я вам расскажу, и на самом деле будете вы очень-очень удивлены. И это на самом деле информация, которая не только касается каждого из нас через призму информационного поля, через новости, но это отразится в целом на квантовом переходе, потому что, как оказалось, есть о чем поговорить. Итак, когда я отправился к этому кораблю, к этому объекту через астрал, меня встретило такое зрелище, как комета. То есть выглядит как комета, что-то окруженное сферой. И такое ощущение, что ты смотришь на какой-то экран. То есть словно есть какая-то такая оболочка, и за этой оболочкой ничего не видно. Издалека выглядит как вот шар светящийся, и вокруг него какая-то дымка. Но когда мы приблизились к этому защитному полю, прозвучал такой внутри в моей голове звук, как телепатический сигнал. Дайте код доступа. И мои наставники с Плеяд, которые летели со мной, они выдали код доступа. И открылось такое портальное окно, через которое можно было проникнуть через это защитное поле. И когда я вошел, как вы думаете, что я там увидел? Сейчас многие говорят об этом астероиде, и я уже делал для тех, кто у меня в телеграм-канале, большое заявление. Если хотите самыми первыми узнавать обо всех новостях, подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. И когда мы увидели впервые этот астероид, почему вообще возникло подозрение, что он какой-то необыкновенный? Потому что он входит в нашу Солнечную систему под каким-то невероятно странным углом. То есть это предположение вообще высказали уже даже ученые, что это может быть какой-то инопланетный корабль. Так как угол вхождения похож на то, что какой-то объект пытается войти в Солнечную систему в плоскости эклиптики и проходит мимо планет, мимо Марса, Юпитера, Венеры, Сатурна, так, чтобы как будто бы совершить гравитационный маневр. Космические корабли делают это для того, чтобы сбросить скорость или совершить какое-то перестроение. И здесь мы увидели подозрительно интересный курс у этого объекта. И когда я к нему подлетел, и передо мной это овальное окно открылось, обнаружилась очень интересная картина. Я увидел нечто подобное, то есть какой-то такой вот похожий на это изображение объект вытянутой формы, имеющий какие-то определенные уровни и в целом имеющий огромные размеры. То есть когда ты со стороны смотришь на это защитное поле, кажется, что оно довольно маленькое. То есть объект внутри вот такого размера, а поле больше гораздо. Но когда поле открывается,
ты видишь, что внутри не 20 километров, а целых 40, а то и 50 километров в длину и где-то 20 километров в ширину. Конечно, линейкой я его не мерил, но это информация, которая просто пришла мне в голову, и я думаю, что это просто характеристики, которые загрузили в сознание через контактерский канал. Корабль этот оказался очень много населенным, то есть он не просто является каким-то зондом или же каким-то транспортником. В нем летит огромное количество инопланетян. Там есть шлюз, куда можно попасть, и мы сегодня с вами в конце этого видео сделаем медитацию. Мы сделаем ментальное путешествие на этот корабль. Нам откроют доступ, и вы сможете сами войти в него, если захотите. Да, такое возможно. Создав определенное поле, я вас проведу туда. Мы можем, даже если вы смотрите это в записи, отправиться туда и войти через специальный портал в этот корабль для того, чтобы пообщаться, повзаимодействовать с его представителями. Когда я вошел туда, меня начали провожать по разным коридорам, и я увидел огромное количество разных видов инопланетян. То есть там были не один какой-то конкретный вид, который им управляет, а множество. То есть я вошел и увидел множество. Сегодня мы с вами войдем в контакт, я снова туда отправлюсь. К нам сюда уже пришли представители внеземной цивилизации, которые находятся на этом корабле. Вы можете верить мне, можете мне не верить. Но на самом деле это будет информация еще раскрываться в течение какого-то времени, и вы увидите определенные знаки, которые будут посылаться с этого корабля. Возможно, даже какие-то ученые еще больше засомневаются, является ли это просто астероидом, кометой или все же замаскированным под них космическим кораблем. У него, как оказалось, есть миссия. То есть я сначала увидел каких-то существ, которые были похожи на таких с вытянутой головой в стороны и с ушками, похожих на египетских хатхоров, представителей, которые там были в большинстве. И я увидел также, что помимо них есть другие расы, в том числе представители Золотого Пегаса. Это очень высоковибрационные существа, с которыми мы с вами знакомились, когда мы говорили с ними где-то год назад, и они рассказывали нам о том, что привезли из скопления Пегаса большой кристалл. Тогда мы этого особо не заметили, но транспортный корабль тогда тоже был. Он прилетел с большим кристаллом и разместил его на орбите между Солнцем и Землей. Тогда была и финальная стадия подготовки квантовой кристаллической решетки Земли к квантовому переходу. И сейчас настал следующий этап. Что именно там будет, я сейчас вам расскажу. Дослушайте это видео до конца. Они тоже там присутствовали, на этом корабле «Золотые Пегасы». Но помимо них, основным населением были вот такие представители, которые похожи на то ли лемуров каких-то, то ли каких-то таких существ интересного вида. Я с ними не знаком. И помимо них еще были представители из других рас. Было мало плеядианцев, я практически их не видел. Были представители из туманности Андромеды, из галактики Андромеды. И были даже представители инсектоидов. Где они у меня? Сейчас я вам картинку покажу. Были представители инсектоидов. Это такие насекомоподобные существа, и они участвуют в управлении кораблем, потому что корабль сделан отчасти по их технологиям и был послан сюда в том числе в сотрудничестве с ними. Они не плохие, не злые, то есть есть разные виды инсектоидов, есть высоковибрационные, есть очень культурные, и как вот, например, пчелы и осы, да, осы агрессивные, пчелы дружелюбные, то есть есть разные инсектоиды. Нам не стоит их судить по внешности. И самые такие интересные и загадочные, это были вот такие вот очень большие, куда мне сдвинуть? Сюда. Очень большие такие высоковибрационные существа,
высокого роста, и даже трудно было разглядеть их внешность за их аурой. Они космические, такие невероятные, являющиеся архитекторами и стражами квантовой сферы, которую везут на этом корабле. То есть меня проводили в специальный зал, где, как оказалось, находится артефакт. Сейчас я вам его покажу. Я увидел некий артефакт, похожий на сферу. Зайдя в специальное хранилище, где она находится, мне показали светящуюся мощную такую энергетическую сферу, которая находится под защитой этих представителей. Они создали эту сферу и направили ее землянам. Когда я спросил, что она делает и за что она отвечает, они мне сказали, что это очень важно для помощи землянам, для квантового перехода, что мы очень много просили, запрашивали помощи внеземных цивилизаций, и внеземные цивилизации ответили на наши запросы и отправили к нам этот большой корабль-ковчег. Сейчас мы с вами вместе войдем в контакт с представителями управления этим кораблем. Здесь сейчас присутствуют как представители из Пегаса, так и представители из этой загадочной расы, которую я вам показал. Где они у меня? Вот. Они уже здесь. Я когда перед началом эфира спросил: так, инопланетяне, вы пришли? Мгновенно у меня на компьютере открылось миллион окошек, таких, как будто бы что-то заглючило, так, с фотографиями вот этого инопланетянина. Я сразу понял, что значит они точно пришли. Сейчас, когда мы с ними начнем общаться, будет мой помощник задавать им вопросы. Он сегодня здесь. Здравствуйте. К вашим услугам. И мы будем сейчас задавать им вопросы на тему того, кто они все-таки такие. Может быть, это все-таки троянский конь, надо их проверить. А то вдруг... Итак, мне самому очень интересно. Я сейчас настроюсь, активирую специальную структуру, которую я делаю через Меркаба, и отправлюсь ментально туда. То есть физически мое тело будет здесь, ментально я буду присутствовать там и входить в контакт. Когда связь будет уже установлена, я смогу уже и с открытыми глазами давать ответы. Приветствую вас, земляне. Меня зовут Четче. Меня зовут Итырмаак. Я являюсь представителем расы Ксартау. Мы летим к вам на ковчеге с огромной миссией помощи землянам. У нас есть множество новостей для вас и энергии, которую мы будем передавать. Я являюсь одним из представителей командования корабля, вхожу в совет по принятию решений. И являюсь одним из архитекторов этого корабля, а также его ядра, той сферы, которую мы сейчас везем к вам. Ее назначение имеет очень объемный смысл для вашего процесса вознесения, так как сейчас вы проходите свои этапы перехода. Но Земля не является объектом, отделенным от галактических процессов. Вам может быть не всегда понятно, почему вы так нам важны и интересны, почему мы так любим и ценим вас как вид. Но со временем вы узнаете гораздо больше о том, сколько различных исторических событий происходило вокруг вашей планеты, в вашем пространстве. Подъем вибраций и квантовый переход идет планомерно и с нашим участием. Эта миссия была снаряжена задолго до этого момента и отправлена сюда
издалека. Есть центральные зоны галактики, где находятся мегаструктуры архитекторов. Это древняя цивилизация, создававшая сети порталов, они вечные и бессмертные. Архитекторы напрямую находятся в контакте с Абсолютом. Их изначальный свет благословляет все звезды в этом мире. Они являются теми, кто управляет мегаструктурами и энергетическими полями всех планетарных систем этой галактики. Их высшая миссия – обязанность наблюдать и управлять процессами, которые здесь протекают, потому что все звезды и системы и планеты являются частью их большого чистого организма. Для вас они являются нечто подобным божествам высшего уровня первотворения. Их энергия сродни энергии Абсолюту, потому что они достигли состояния бессмертия и вышли за пределы этой мерности пространства. Их мы называем древними. Их первоприрода имеет уровень вибраций, соизмеримый с тем, что вы видите как Серафим, что вы видите как изначальные квантовые потоки творения. И когда они приходят в ваше пространство, вы видите множество глаз. Мы имеем высоковибрационные энергоэфирные тела и существуем в 12 измерениях. Наше физическое тело похоже на гуманоидную форму, однако это не все, что мы имеем. Это только 4- и 5-мерная наша структура, но 12-мерная наша составляющая позволяет нам быть в разных точках пространства и иметь одновременно множество воплощений. Помимо нашего командования на корабле есть разные представители волонтеров, прибывшие сюда из других уголков нашей галактики, из других ее рукавов и секторов, в это время как добровольцы и волонтеры от Высшего Галактического Совета, которые были посланы сюда для ведения своей исследовательской миссии. На борту у нас существуют представители порядка 38 различных рас, которые участвуют в исследовании вашей планеты. Некоторые вызвались прибыть сюда для того, чтобы проводить в это время исследования вашей ноосферы, анализировать ее и устанавливать новые контакты с землянами, так как Земля выходит на новый уровень развития и становится галактическим сообществом. Мы уже сейчас запускаем программы по расширению контактов с разными представителями других инопланетных цивилизаций, располагающимися по всей галактике. И поэтому ваша цивилизация, пожалуйста, можно ли помедленнее? И поэтому ваша цивилизация уже сейчас должна начать учиться общаться. В будущие годы начнется период активного взаимодействия, когда мы начнем выстраивать больше контактов, и появится все больше контактеров, и будет требоваться открывать контактерские школы на Земле, для чего мы, собственно, и организовали множественные миссии. На борту нашего корабля, который мы называем «Материнский корабль», находится множество различных мелких космических кораблей, наших флотилий, из разных уголков галактики, которые сюда движутся через это пространство. Перемещение больших крупных кораблей контролируется Галактической Федерацией Света через шлюзы. Но шлюз, который находится на Луне, недостаточно большой для того, чтобы перемещать к нему такой корабль, как наш. Поэтому мы использовали древнюю технологию и перемещались с помощью гравитационного двигателя к окраинам вашей Солнечной системы. Далее, так как наш корабль очень массивный, мы не можем проходить без специальных систем маскировки. Мы хотим сразу вам объяснить, что система маскировки – это необходимая мера, которая требуется по галактическим законам, так как по галактическим законам ваши представители человеческой расы являются цивилизацией нулевого уровня разумности. Вы не можете сами по себе путешествовать между звездами и еще не достигли того уровня, когда ваша раса объединилась в едином порыве без войн и конфликтов. Поэтому по законам галактического сообщества мы обязаны скрывать свое присутствие и напрямую не поднимать щиты своих кораблей для того, чтобы не создавать
помех в ваших пространствах и не быть замеченными, так как это может очень сильно повлиять на вашу ноосферу и на вашу эволюцию как вида. Ваш вид еще в глобальном масштабе полностью не готов к тому, чтобы столкнуться с реальностью и увидеть, что их окружающее пространство населено огромным количеством неземных представителей. Сейчас, помедленнее. И приходится нам выставлять маскировку, хотя мы имеем право немного демонстрировать возможности наших кораблей для того, чтобы заставить ваших ученых задуматься, но мы обязаны ждать официальных заявлений. Мы ответим на множество ваших вопросов, если они у вас возникают. Сейчас я передаю слово другому командующему нашего корабля, одним из представителей пилотов, которые управляют самим кораблем и являются одними из архитекторами, создавшими его. Мы вас приветствуем, земляне. Наш маршрут, вопреки вашим ожиданиям, не проходит вблизи планеты Земля. Многие сейчас у вас рассказывают истории о том, что в ноябре к вам прилетят инопланетяне. Но мы хотим вас заверить, что наш маршрут построен таким образом, чтобы пройти скрытно от глаз землян. И когда наша орбита поравняется с Солнцем, произойдет затмение, и мы окажемся для вас в теневой зоне, чтобы не было видно, как происходит процесс расстыковки материнского корабля с мелкими дочерними кораблями. По нашему плану движения мы будем тормозить в течение какого-то времени, и напротив Солнца, когда за Солнцем скроется образ нашего корабля, будут подняты щиты и отстыкуется огромное количество мини-кораблей, которые отправятся каждый по своим миссиям. Разные представители 38 различных цивилизаций отправятся на космические базы, которые находятся на Луне, на Венере, Марсе, на Земле, на спутнике Церера, на Церере даже, да? На Ганимед и другие зоны. Некоторые будут вести исследовательские миссии, другие будут настраивать контакты, третьи будут участвовать в помощи в воспитании человечества. Понятно. Воспитание человечества. Наше галактическое сообщество сотрудничает с Галактической Федерацией Света, но мы напрямую не являемся ее участниками. Мы входим в высшее галактическое сообщество центра галактики и прибыли к вам издалека. Также на этом корабле по нашему запросу присутствуют представители из галактики Андромеды со своей миссией. Мы готовы также сейчас отвечать на ваши вопросы, поэтому мы переходим в режим наблюдения. Хорошо, переходите в режим наблюдения. Сейчас они будут слушать и через меня эти вопросы, которые вы писали в чате в Телеграме и которые вы пишете прямо сейчас. Мы им зададим. Кстати, про сферу они еще расскажут, еще не все рассказали. Итак, начинаем. Что у нас с вопросами? Отлично. Начнем-то с более простых вопросов, чтобы у людей сформировалось какое-то более обширное понимание и представление вообще, с кем мы сегодня, так скажем, контактируем. Да? Поэтому начнем. Скажите, пожалуйста, есть ли название у вашего корабля и как мы можем далее называть его и вас как команду этого корабля? Официально миссия называется на нашем языке Ксартау Тартамон Симпау и обозначает путь великого пробуждения. Что-то еще там было? Зачтем. Угу.
Так, следующий вопрос. Если мы спросим, кто вы такие, каким будет ваш ответ? Вы союз, флотилия или проявление другого уровня сознания? И то, и другое. Мы и союз, и флотилия, и проявление высших уровней сознания, так как здесь присутствуют не только плотно-материальные представители, но и плазмоидные существа, которые находятся в своем отделе корабля, где создана для них среда благоприятная для их транспортировки. Они двигаются к вашему Солнцу для того, чтобы там проводить свою работу. Хорошо, следующий вопрос. Как вы воспринимаете земное человечество в целом? Как молодую цивилизацию, как эксперимент, как партнеров или как просто наблюдаемый феномен? Люди для нас это младшие братья. Это как новое поколение, которое проходит сейчас сложные периоды своего взросления. Вашему виду предстоит глубокий процесс осознания своих глубинных ощущений, желаний, чувств, представлений, а также связи себя со всей Вселенной. Мы смотрим на вас как на потенциального участника процессов галактического сообщества, как на брата и сотрудника, которому осталось сделать всего лишь несколько шагов для выхода на первый уровень галактической цивилизации. Мы должны пояснить ответ на этот вопрос. Согласно галактическим классификациям, цивилизации подразделяются на разные уровни развития. Нулевой уровень разумности считается цивилизацией, которые еще не преодолели первобытные разногласия военных конфликтов на территории своей планеты. Если еще не произошло объединение в общем порыве всей планеты, не произошло осознание того, что ценность жизни и сохранение планетарной системы превыше всего, то эта цивилизация пока не считается первого уровня разумности. Это не соотносится и не коррелирует с уровнем технологий. Так, например, некоторые цивилизации достигают первого уровня разумности, не имея технологий вообще, имея только духовные принципы и духовные технологии, основанные на перемещении вне тела, телепатическом общении и управлении своим сознанием. Но тем не менее, вы как вид достигаете высокого уровня и в том, и в другом направлении развития, что очень похвально с нашей стороны. Однако для достижения первого уровня цивилизации вам необходимо примириться, прекратить войны, разногласия и конфликты на почве расовой и других идентичностей. Следующий вопрос. Хорошо. Так, следующий вопрос. Насколько давно вы наблюдаете за жизнью на Земле? Это единичный визит или часть более масштабной долгосрочной программы наблюдения и взаимодействия? Это масштабная долгосрочная программа, предназначенная у которой есть миссия как наблюдение, так и помощь цивилизации в переходе на первый уровень разумности. Мы будем входить в коалиционный отряд наблюдателей и принимать и помогать не только вам в развитии, но и участвовать в принятии решений касательно квантового перехода и ускорения его процессов. Хорошо, следующий вопрос. Понимаете ли вы, как наши СМИ и некоторые люди воспринимают ваш корабль? Что для них это сенсация, для некоторых это страх, а иногда и повод для паники. Что вы можете сказать по этому поводу и как мы, более осознанные люди, так скажем, можем повлиять на других, чтобы у них не было чувства страха или паники, когда речь заходит об этой теме? Мы наблюдаем за этой ситуацией и видим, что у многих до сих пор есть страхи и неверие в то, что это реально существует. Однако у нас есть большие надежды на то, что идет
глобальная перестройка сознания, и мысли о внеземных цивилизациях уже не так пугает ваше население. Процент боящихся людей значительно снизился. Если наш корабль снимет свою маскировку и ваши ученые массово его зафиксируют, конечно, они будут пытаться скрыть эту информацию. Однако размеры корабля настолько велики, что его можно заметить даже в любительские телескопы, что может привести к панике в средствах массовой информации, так как вы привыкли судить окружающих по самим себе. И если вы, путешествуя на другие континенты на своей планете, захватывали военным способом местных жителей, вытесняя их культуру и подчиняя их своему рабскому труду, то это не значит, что все цивилизации в космосе будут вести себя так же и обязательно имеют враждебные цели, направленные на порабощение вашей расы. Это не так. Вы можете активно посодействовать в том, чтобы изменить это мнение. Мы будем очень благодарны и рады вам, и это действительно поможет ускорению квантового перехода, если вы начнете вести разъяснительную деятельность с другими людьми, которые сомневаются, не верят или боятся этого. Постарайтесь объяснить им, что существование внеземных цивилизаций настолько естественно в космосе, что буквально весь космос наполнен жизнью. Вера в то, что инопланетян не существует, является такой же псевдорелигиозной верой, как и вера в идолы. Поэтому, если кто-то будет говорить вам: «Я не верю в инопланетян», «Я верю, что инопланетян не существует», задайте ему вопрос, чем его вера отличается от религии. Ведь он не может никаким образом доказать, что нет ни одной планеты во всей Вселенной, где есть триллионы звезд, на которой бы не возникла жизнь, подобная земной. Ни один ученый не доказал еще, что все планеты во Вселенной стерильны. Ни один человек не побывал на всех планетах и не проверил, что там не существует жизни. Еще никто не знает на 100%, что инопланетян нет. Поэтому вера в то, что их нет, это просто религиозная вера, основанная на слепых утверждениях. Как вам такой аргумент? Еще вопросы? Следующий вопрос. Почему на вашем корабле так много инопланетной жизни и различных цивилизаций, которые летят к нам? Неужели это план захвата? Конечно, прям больше делать нечего. Они говорят: мы от имени галактических сообществ находимся на разных уровнях развития, и в нашей парадигме не существует понятия насилия и захвата. Уровень нашего осознания уже давно вышел в понимание единения всех видов между собой. Все существа во Вселенной связаны, как единое целое, объединенное божественным светом. Захват чего-либо – это насилие. Насилие нами неприемлемо, так как оно ведет к увеличению насилия в пространстве. Мы являемся хранителями мира, противниками насилия, и на космическом глобальном уровне отслеживаем формы проявления насилия, стремимся не допускать его. Конечно, есть другие цивилизации, стремящиеся захватить вашу расу насильственным способом, но мы это не допускаем и не поддерживаем. Мы считаем, что каждая раса имеет право на свое развитие. Развитие Абсолюта, как единого Бога, достигается за счет проживания триллионов разных опытов живых разумных существ на миллиардах планет, населенных жизнью. Благодаря разнообразию, которое там находится, Творец, Абсолют или Единый Бог получает огромное количество опыта, познания и развития.
Поэтому чем больше разнообразия, чем больше цивилизаций, таких как ваша, достигают высокого уровня, тем больше повышаются вибрации всей галактики, тем больше повышается развитие всего Абсолюта, тем больше света становится во Вселенной, а мы в этом и заинтересованы. Мгм. Отлично, благодарю. Следующий вопрос. Что именно побудило направить ваш корабль, или, как вы сказали, ковчег, в сторону Земли? И почему именно сейчас? И почему все же именно к нам? Время пришло. Запрос существовал давно. Это есть необходимость, как часть передачи энергии в виде благословения из ядра галактики. Такие процессы происходят во Вселенной, и ваша планета не единственная. Ваши запросы о помощи в том числе участвовали в принятии решения. Дальше. Мгм. Следующий вопрос. Из какого пространства прибыл ваш корабль? Это конкретная звезда, может быть, конкретная галактика. И насколько далеко, по вашим меркам, было это путешествие для вас? Галактика Млечный Путь, наша галактика, не другая. Но были представители, прибывшие из другой галактики, из Андромеды. И еще из одной галактики, туманность М571Б. Может быть ошибка, не знаю. М571Б какая-то. Оттуда. И мы двигались через созвездие Стрельца. Последние итоговые приготовления были там, после чего мы совершили прыжок и оказались рядом с вами очень быстро. Наше движение через галактику заняло меньше времени, чем то время, которое мы будем находиться внутри Солнечной системы. Благодарю. Следующий вопрос. Каким образом принимаются решения на вашем корабле? Есть ли командный центр, иерархия, или вы действуете на основе согласованного ранее плана? Есть и план, есть высшее руководство со стороны Галактического Совета. Мы выполняем его волю и волю Первотворца. Наши архитекторы, представители высшей цивилизации Ксартау, которые присутствуют на корабле, постоянно находятся в контакте с духовными кураторами Солнечной системы, с представителем Ра и сознанием солнечных ангелов. Мы постоянно находимся с ними в контакте и во взаимодействии. Принятие решения осуществляется путем голосования, которое, как правило, идет в высших советах. Когда голосование доходит до нашего корабля, здесь за принятие решения отвечаем уже мы. И на основании просмотра временных линий представители Ксартау приносят вывод о том, какие действия предпринимать сейчас. Мы обладаем способностями видеть другие варианты будущего. И наша миссия не только в вашем измерении. Наша задача будет многомерной. Мы будем двигаться сюда и работать с несколькими параллельными ветками развития событий для того, чтобы стабилизировать эту реальность в ее наилучшей интерпретации. Благодарю. Следующий вопрос. Есть ли у вас понятия, схожие с нашими? Ошибки, разногласия, переосмысления? И как вы решаете конфликтные вопросы внутри своей команды, если такие вообще возникают? У нас могут быть разные мнения, но они не приводят к конфликтам, так как концепция единства подразумевает высший уровень эмпатии. Конфликт – это отсутствие контакта, когда вы не можете чувствовать друг друга и не можете понимать, почему тот или иной представитель думает тем или иным образом. Ваши конфликты возникают по большей части из-за шаблонного мышления, когда сталкиваются между собой разные установки шаблонного восприятия вашей реальности, так как каждый из вас формирует у себя внутри индивидуальную структуру матрицы восприятия этого мира. Вы неадекватно оцениваете реальность
И каждый из вас выносит свой вердикт и свои оценки относительно нее. Поэтому вы конфликтуете. Ведь ваши оценки событий, обстоятельств и людей субъективны. Наши оценки событий, обстоятельств и окружающего пространства имеют более высокий уровень объективности, так как мы не создаем иллюзорных представлений, ожиданий от других представителей и не имеем шаблонов, стереотипов мышления. Благодаря чему у нас нет конфликтов, ведь мы сразу можем напрямую соединиться через духовное сердце с представителем нашей расы и понять, почему он так говорит. Конфликтов у них нет. Благодарю. Следующий вопрос. Можете ли вы подробнее рассказать про свой, так скажем, груз, ту сферу, которую вы везете с собой, да, и конкретнее пояснить, как это может повлиять на будущее или настоящее нашей Земли, ну и человечества в целом? Так, сейчас мне придется закрыть глаза, потому что будет информация довольно-таки объемная. Наша миссия является вторым этапом глобальной инициации Солнечной системы и системы Земли. Вы не являетесь отдельными представителями, как многие считают. Некоторые представители вашей расы думают, что вот мы здесь брошенные, мы одни, нам никто не помогает, и мы должны сами выкарабкиваться из тех условий, в которых находитесь. Но это не так. Вы являетесь частью всеобщего космического организма под названием галактика. Подобно тому, как в организме человека есть разные клетки, и у этих клеток есть разные органоиды, также и в галактике есть центральное ядро, которое отвечает за распространение энергии, по которому перемещаются разные энергии и импульсы, достигая всех клеток. Так же, как в вашем организме, к вашим клеткам кровь приносит разные питательные вещества, необходимые для ее развития, жизни и эволюции, также существует и глобальная сеть света, которая энергетическими и световыми нитями связывает небесные тела через высшие измерения на духовном уровне для того, чтобы образовывать единую сеть света, обменивающуюся между собой импульсами, в целом создающую живой организм. Вся галактика — это живой организм. Мы живем внутри этого организма и по сути являемся мельчайшими его ментальными и физиологическими единицами, как маленькие клетки, которые живут внутри этого большого организма. Этот организм также взаимодействует со своими клетками и посылает им свою любовь, свои сигналы в разных формах. До вас они доходят в виде общения с другими цивилизациями, их посланий и энергии, которые мы посылаем. Первым этапом активации квантового перехода на Земле было соединение с пространством 5D через Высшее Я, через структуру Атмана, через открытие способностей общаться с Параматманом, с тем, что вы называете истинное Я, и активации тела света энергии К. Энергия К — это космический поток, космический канал. В предыдущие столетия шло очень активное взаимодействие с высшими цивилизациями в передаче космических каналов. Была налажена энергетическая космическая связь. Земля активно насыщалась флюидами квантовых частот поднятия вибраций и достигла вибрации частоты хрустальной решетки. Ваша планета в этом году пересекла этот рубеж, и сейчас ваш поток квантовой кристаллической решетки находится на финальной стадии своего выстраивания. Инициации магнитного поля планеты прошли успешно, и сейчас, перед тем, как будет глобальная переполюсовка и мощный выброс из Солнца, необходимо запустить следующий этап. Архитекторы передали нам глобальную сферу света, которая является инициацией любви, энергии женского творящего начала, которое вы называете энергия Ба. Энергия Ба — это женская первотворящая энергия, способная исцелять, восстанавливать
все, что является живым. Это энергия первоначала жизни, энергия связи с душой и с эмоциями. После того, как энергия К на вашей Земле достигла высшего порядка, вы быстро начали эволюционировать. Ваш ум начал развиваться очень быстро, но начала отставать ваша душа. Душа людей стала закрываться, блокироваться умом, так как вы начали жить, подавляя свои эмоции и чувства. Новая энергия, которую мы несем в этой сфере, будет передана внутрь Солнца и ретранслирована на Землю, как новая решетка божественного единения для Земли. Это архетип светокопии Земли 5D уровня, который вы создавали ментально и запрашивали в медитациях и в молитвах. Новый образ этой Земли будет ретранслироваться на вашу планету до тех пор, пока полностью не закрепится в ее поле и не будет принята вами энергия, достаточная для соединения структуры энергии К и структуры энергии Ба в единую матрицу. Когда это произойдет, они как ключ к замку подойдут друг к другу и откроют врата квантового перехода, божественного золотого потока. Тогда настанет третий этап, итоговый и финальный. В момент этого этапа будет организована новая миссия к вашей Солнечной системе, и мы доставим сюда еще один невероятный груз и инициацию энергии, которая будет передавать вам уже финальные итоговые коды обновления. После чего будет осуществлен массовый процесс вознесения квантового перехода в глобальном масштабе для всей планеты. Они ответили на ваш вопрос? Отлично. Вижу, что в чате у некоторых людей появились вопросы после ответа на один из прошлых вопросов. Вопрос. Вы что, летите захватить нас, нарушить нашу свободу воли? Это, так понимаю, было после того, как вы сказали, что хотите воспитать, помочь в воспитании. Да? Можете, пожалуйста, прокомментировать этот момент? Смотрите, не было искажений. Я прокомментирую сейчас. Здесь сейчас присутствуют плеядианцы, это он говорит, представитель службы безопасности Плеяд из галактического командования Аштара. Меня зовут Аронта. Все время с именами тяжело. Аронгтау. Он говорит, нет никакой речи о вторжении и захвате Земли никакими силами, как и было сказано. Под взрослением и воспитанием вы, люди, понимаете насилие. В вашем ментальном поле закреплено такое понятие, что воспитание подразумевает под собой применение силы к тому, кто слаб и неразумен. Наказывать, причинять боль и дрессировать, как животное. У нас нет такого в нашем понимании. Мы не являемся теми, кто использует подобные методы. У нас понятие воспитания для детей и молодых представителей – это показание примера, обучение. Способность не просто сказать, как правильно или неправильно, а научить чувствовать жизнь, научить быть собой, открывать себя настоящего. Не попробовать слепить из вас что-то другое, а позволить вам открыть себя. Поэтому наша миссия по воспитанию человечества заключается в передаче информации, а также новых обучающих методик, которые способны дать вам возможность, используя методы галактических сообществ,
ускорить интеграцию высших квантовых энергий в свои поля и расширить свое сознание до того уровня, которое позволяет осознать многомерность существования всех цивилизаций. Мгм. Хорошо, следующий вопрос. Планируется ли какое-либо приближение к земной орбите? Возможно, посадка, либо даже ограниченное взаимодействие с определенными территориями, либо с группами людей на планете? Будет ли какой-то прямой контакт, если не с массами, то с определенными носителями информации, проводниками, исследователями, или взаимодействия останутся только не физическими? У нас, да, классно вообще, очень классно. Показали мне сейчас такой большой конференц-зал. Они сказали, у нас запланирована миссия, связанная с земными контактерами. Мы будем высаживаться на Землю, но не крупный материнский корабль. Материнский корабль приближаться к Земле не будет. Он будет следовать по своей заданной траектории. Но мы планируем контакты с землянами, и некоторые наши контактеры смогут побывать на нашем корабле. У нас подготовлен конференц-зал на случай массового контакта с человечеством. И будут организованы несколько миссий по взаимодействию с представителями контактеров от правительств вашей планеты в течение нескольких лет, пока наш корабль будет следовать через вашу Солнечную систему. Мы будем инициировать эти взаимодействия, и, возможно, удастся организовать большой коллективный саммит между представителями контактеров от Земли, взять их на наш большой материнский корабль и представить им галактическое сообщество. Мы хотим инициировать такую миссию для того, чтобы ускорить раскрытие информации. Мы будем приглашать представителей с вашей планеты, которые обладают влиянием, имеют большие аудитории, имеют возможность передавать информацию для того, чтобы обсудить с ними возможность раскрытия информации на тему существования цивилизаций и объявления о том, что галактические сообщества существуют. Одной из миссий нашего космического корабля является пробуждение человечества и донесение до каждого информации о том, что вы не одни во Вселенной. У нас есть разные стратегии, как можно этого достигнуть. Это все может быть в том числе с вашей помощью. Сейчас речь шла про физический или не физический контакт? Физический контакт. Угу. То есть, когда мне показали это так, что прилетает, например, летающая тарелка, забирает какого-то представителя, и они летят туда. То есть будет назначен какой-то совет, как вот знаешь, какая-то дата выбрана, и представители от правительств, может быть, это будут политики, может быть, это будут богатые люди, там, влиятельные, типа Илона Маска. Их туда возьмут, но нет гарантии, что они все согласятся, да, с тем, чтобы рассекретить информацию. То есть будут попытки, так как мы же с вами просим об этом. Некоторые говорят, что эти инопланетяне ничего не прилетели, не сделали, чем они нам помогли, где же вот эта их помощь, почему они не прилетят, не остановят все войны. По качану. Потому что нужно разбираться в этом вопросе. Смотреть на это не с позиции «Ой, я жертва, придите, сделайте все за меня, мы вот люди на земле ничего не можем, мы все лишены свободы, придите нас исправьте, помогите, избавьте нас от всех проблем». Знаете, это как лежу на печи и говорю «Ой, приди, лопата, сама выкопай мне картошки». Картошки нет, и печка сама почистись, и все само сделайся. Так не работает. Сам нагадил, сам и почистишь. Так же и мы, понимаете, сами мы нагадили на своей планете. Загадили ее грязью, мусором, загадили ее конфликтами, войнами и так далее. И такие, ой, инопланетяне, чё ж вы не пришли, наши войны, конфликты, наши какашки не подтерли за нами. Ай-яй-яй, какие плохие. Ну вы вот сами подумайте, как это. Инопланетяне смотрят такие...
А еще Ну, чего, да? неудивительно, что раса нулевого уровня разумности. Ну, не все сразу. Хорошо, следующий вопрос. Когда корабль приблизится к Земле, станет ли он видимым с нашей стороны? Смогут ли его зафиксировать телескопы, спутники, радары наших ученых? Или он останется в той области восприятия, которую обычные люди не смогут увидеть? По заданному нашему плану корабль будет маскироваться под комету. Но мы намеренно будем проявлять аномальную активность для того, чтобы ваши ученые в научном сообществе заговорили об этом более открыто. И мы будем наблюдать за общественным мнением. Если реакция не будет вызывать паники, то мы будем больше давать подтверждений, что это инопланетный корабль. Мне сейчас говорят вот эти представители ксартарианцы, которые такие светящиеся, они существуют в 12D и способны смотреть будущее. Так вот, они сказали, мы просмотрели один из сценариев будущего, и он не очень хороший. Мы представили, что будет, если мы просто уберем маскировку и вообще никак не будем маскироваться. Да, что вот если наш корабль просто вот так полетит, как он есть. И что это приведет на Земле? Они сказали, что ваши люди очень нас удивили, потому что началось, когда они смотрели этот вариант, на Земле было полное сумасшествие, настала полная анархия, люди начали выбрасываться, убиваться, застреливаться, топиться вместе с семьями, с детьми, то есть сжигать себя заживо, да, потому что начали бояться, что сейчас прилетят инопланетяне, всех захватят в рабство. Да, началась страшная паника, люди начали рыть себе землянки подземельные, то есть они сейчас рассказывают, да, а другие начали в каких-то истерических припадках религиозного экстаза бегать по улицам с воплями о том, что «Ура, инопланетяне летят!» То есть организовались целые религиозные секты, которые приветствовали инопланетян, чуть ли не молились им, и когда мы увидели, насколько это может поколебать психику человека, мы решили сделать все очень аккуратно. Есть более мягкие сценарии, но они должны идти постепенно, и такие люди, как вы, адекватные, кто это может понимать разумно, должны знать, что у вас тоже есть своя миссия. Если вдруг наше проявление будет более массовым и масштабным, и начнется какое-то сомнение, паника, именно вы должны будете теми быть людьми, кто разумно, спокойно, добрым языком объяснит, что происходит, расскажет про существование цивилизаций. Процесс этот постепенный, он требует рассекречивания. Через что? Через книги, через древнюю историю человечества мы будем передавать информацию, которая расскажет о том, что объединяет вас с цивилизациями. Вы должны общаться и вести разъяснительные работы, распространять эту информацию постепенно, мягко, без навязывания, без конфликтов. Но рассказывать об этом детям, рассказывать молодым людям, чтобы постепенно эта информация стала естественным, логичным пониманием того, что это существует. И в ответ тем людям, которые боятся, что вас захватят, вы можете сказать, что если бы инопланетяне хотели бы нас захватить, они бы уже давно это сделали, так как мы живем уже в мире, когда они повсюду вокруг нас. Угу. То есть правильно ли я понимаю, что в планах снимать маскировку нет у вас, но могут производиться разные, так скажем, несоответствующие физические действия для астероида, чтобы ученые как раз начали задумываться, а что это такое, да? Потому что оно как-то не соответствует нашим каким-то ожиданиям или общепринятым физическим свойствам, правильно понимаю? Да, то есть мы будем демонстрировать аномалии. Угу. Отлично. Хорошо, следующий вопрос. Как вы относитесь к тому, что на Земле многие люди считают всех инопланетян демоническими сущностями? Это недопонимание, культурный страх или отражение реального опыта с определенными группами людьми в прошлом? То, что все инопланетяне являются и
демоническими сущностями, это догматическая ложь, которая осознанно была внедрена из страха и для защиты. То есть лучше всего напугать людей. Почему? Потому что религии самый универсальный способ тотального контроля и порабощения рас, а также разделения их, являются религиозные догмы. Религиозные догмы являются источником самых больших противоречий, конфликтов и большинства войн на вашей планете. Если вы изучите свою историю, практически все исторические войны проходили под флагом Бога и от его имени, когда от имени Бога шло навязывание другим народам веры, культуры и религии. Для того, чтобы религия не утратила свою претенденцию на посредничество между Богом и человеком, идет активное сокрытие информации о том, что контакты с человечеством продолжаются, и не только какие-то великие пророки, бывшие 2000 лет назад контактерами, достойны внимания. Да, 2000 лет назад и 3000 лет назад то, что входит в ваши догматы религиозные, на самом деле было создано контактерами. Контактеры являлись создателями культур, религий, которые потом переросли в культы поклонения идолам. Сейчас ваши религии — это идолопоклоннические культы, соблюдающие архаичные ритуалы и живущие по принципам шаблонного мышления, а также запугивания своих адептов. Только через страх легче всего управлять адептами, чтобы приумножать их число и не допускать их потери. Поэтому им очень страшно, что кто-то узнает правду о том, что внеземные существа — это и есть те ангелы, которые описаны в их духовных учениях. Это ответ на ваш вопрос? Отлично. Следующий вопрос. Были ли попытки с вашей стороны, то есть имеется в виду со стороны вашей миссии, ранее наладить контакты с человечеством? Если да, то почему они не завершились открытым взаимодействием? Наша миссия новая, мы двигаемся к вам как гости, и у нас еще не было таких массовых глобальных контактов с человечеством. Мы в Солнечной системе присутствуем недавно, с момента появления нашего корабля, и очень ждем массовых контактов в предвкушении от взаимодействия с людьми. Мы даже видим, вот они мне сейчас показывают, что они сейчас видят в поле тех людей, которые физически к ним полетят на корабль. Ну вот такая информация. Как хотите, так и верите. Отлично. Следующий вопрос. Почему правительство и ученые думают, что имеют право нас обманывать и говорить, что мы одни в космосе, инопланетян нет, а если есть, то только все злые? Как вы смотрите на эту ситуацию, когда меньшинство в своих корыстных целях обманывает большинство? Ученые вас не обманывают, они просто сами боятся поверить в существование инопланетян. Для ученых понятие то, что существует, это то, что доказуемо физически, так как ваши ученые, они привыкли опираться только на плотно-материальные формы проявления, и у них нет интеграции духовных методик. У ваших ученых очень материалистический взгляд на мир, поэтому им нужно только физическое подтверждение. Физическое подтверждение контактов тяжело получить, поэтому по галактическим законам запрещено давать физическое доказательство расам нулевого уровня разумности в случае контакта. То есть, например, когда меня возьмут на корабле, я не могу оттуда взять какой-то прибор инопланетный, потому что меня здесь на Земле за него расстреляют, понимаешь, спецслужбы. Поэтому в целях безопасности контактера не передают никаких приборов, никаких доказательств, а ученые требуют именно физических доказательств. То есть мы находимся в неком таком процессе, когда мы не можем явно продемонстрировать, чтобы не вызвать глобальной паники, но доказательств нашего существования мы даем массу. Вы просто их не замечаете. Они проходят мимо вас. Мы появляемся рядом с самолетами.
Мы появляемся над военными базами, снимаем маскировки. Мы демонстрируем аномальную активность в космосе, проявляя свои корабли, когда они пролетают над Луной большими кораблями. Но когда вы это замечаете, чаще всего ваши ученые говорят: ну это не доказательство, это просто может быть монтаж, это не настоящее все, да, то есть это может быть обман. То есть здесь вопрос в ментальности, не в том, что кто-то врет специально, а в том, что вы на ментальном уровне боитесь, то есть ученые, они боятся признать, что их представление о мире неверно. В ученые идут кто? Люди, которые очень сильно хотят понимать, как все устроено. У них буквально психологическая травма, я сам говорю про это. У них буквально психологическая травма на тему того, что хочу все знать. То есть кто такой? Хочу все знать и быть уверенным, что я прав. Поэтому ученые, если они вот не пощупал, не подержал в руках, не провел опыт, не провел эксперимент, они считают, что этого не существует. То есть ученые не обманывают, они просто даже боятся предположить об этом, потому что их могут дискредитировать, вот уволить, там еще что похуже. Да, дискредитировать, уволить. То есть некоторые не боятся. Вот, например, один там астрофизик, который изучает астрофизику, он посмотрел только на этот астероид 3I Atlas и уже сразу всем заявил, что это инопланетный корабль. Как и Оumuamua, да, что это инопланетный корабль. Но ученые очень осторожно эту тему говорят, боятся. Потому что сразу, как бы, слышат слово инопланетяне, крутят пальцем у виска. Но над учеными существует другая структура. Это СМИ. А СМИ контролируют тайное правительство. То есть тайное мировое правительство во главе с масонами и другими организациями управляют СМИ. И вот они через СМИ могут высмеивать ученого, например, ставить его там в неудобное положение, лишить его там какой-то аккредитации, уволить. Поэтому ученые тут ни при чем. Они боятся давления со стороны СМИ, поэтому они скрывают эту информацию. У меня был знакомый, который общался с ученым-генетиком, который расшифровал ДНК человека. И так интересно было, что он показал какие-то участки ДНК, которые абсолютно не могли возникнуть на Земле. То есть ни у одного вида на Земле нет ничего подобного. А значит, что эти ДНК в нас являются не эндемическими для планеты. Отсюда следует, что у нас есть инопланетные родственники. Мы пришли сюда с других планет. И его спросили: а почему ты не заявил об этом во всеуслышание? Ну пойди вот напиши там книгу, там статью, заяви об этом. Он говорит: ты что, я не совсем вот такой. Я не хочу завтра, чтобы меня там где-нибудь в подвале забили в каком-нибудь, да? А почему я об этом рассказываю? Потому что я сумасшедший. Понимаете? Палата номер 6. Хорошо, благодарю. Следующий вопрос. Мне можно, я сумасшедший. Справка есть? Справка есть, да. Есть ли у вас понимание, какие группы людей готовы к контакту, а какие нет? И на что вы обращаете внимание, когда принимаете подобные решения? Взаимодействовать или не взаимодействовать с конкретным человеком или группой людей? На психологическую зрелость личности и мотив, для чего ему нужен этот контакт. Мотив является первостепенной значимостью, потому что иногда люди хотят контакт для развлечения, для самоутверждения, для того, чтобы потешить свою гордыню, что они такие крутые, они лучше других, они избранные. Но ментальное поле многих людей не готово к такому, так как после контактов многие люди, возвращаясь на Землю, теряют смысл жизни. То есть были такие случаи, когда инопланетяне, вот это сейчас они мне рассказывали, брали на контакт людей, отправляли с ними на свою планету, а потом люди возвращались назад, впадали в глубокую депрессию, вплоть до суицида. Потому что на Земле им было хуже. То есть им так классно понравилось на той планете, и они так грустили, что вот они туда больше не попадут. Ну, это же не автобус туристический, тебя не будет никто катать туда по запросу. Путевку. Да? То есть контакт идет для определенной цели. И многие люди не могут психологически справиться с этим, да, что здесь на Земле трудно жить, что здесь вот есть свои какие-то сложности, проблемы.
что этот мир трудно вот так поддается изменениям, да, и многие люди, увидев, какая прекрасная вселенная и как у нас тут живется на Земле, они просто-напросто впадают в депрессию. Поэтому контакты это очень осторожно, всегда очень осторожно. Мне 1000 раз отказывали в контактах, понимаете, вот прежде чем первый контакт уже в осознанном возрасте у меня состоится, 1000 раз проходится проверка, 1000 раз всякие психологические тесты идут. Только потом уже идет какое-то подтверждение о контакте. Но контактеров будет больше. Отлично. Следующий вопрос. С какими рисками для себя вы можете столкнуться, приближаясь к Земле? Это может быть энергетическое загрязнение, биологическая несовместимость, либо даже элементарная агрессия со стороны людей. Агрессия один из самых важных факторов, поэтому мы отправляем на Землю только защищенные корабли, которые оснащены системами противостояния вашему оружию. Однако все равно наши корабли иногда могут быть уязвимы для вашего вооружения в случае неожиданной атаки. Поэтому мы не провоцируем ваше правительство, чтобы вооруженные силы не начинали ложные тревоги и не думали, что на них нападает какой-то военный объект из другой страны. Поэтому мы преимущественно посещаем те зоны, где отсутствует вооружение масштабного уровня и системы, способные нас обнаруживать. Мы избегаем зоны аэропортов, военных баз и предпочитаем те страны, которые не вступают в конфликты и войны. Приближение на Землю с точки зрения энергетики не способно нам навредить, как и иммунитет, который у нас отлично работает по отношению ко всем вашим вирусам и бактериям. На них наша энергетика не может негативно повлиять. Хорошо, благодарю. Следующий вопрос. Что бы вы хотели получить от контакта с нами, с людьми? Это может быть не обязательно материальный обмен, может быть доступ к нашему мышлению, нашей культуре, к нашему опыту. Зачем вам это? Мы уже объясняли. Это нужно для эволюции всей системы. Нам доставляет это радость и удовольствие, когда мы помогаем другим разумным существам. Это наша миссия любви. Чем больше мы посылаем любви, тем больше ее становится во Вселенной. Мы сеем семена света и взращиваем их, а вы наши плоды. То есть, по большому счету, вам от нас ничего не надо? Мы не имеем никакой личной, коммерческой или материальной выгоды, только духовная. Хорошо, следующий вопрос. Что можете рассказать об объекте, который на Земле называют Оumuamua или просто Момо? Был ли это обычный астероид или все же нечто большее? Возможно, даже связанное с вашей нынешней миссией. Это был один из предыдущих миссий, который доставил квантовый кристалл в Солнечную систему. И там были разные представители, в том числе и те, которые просто прибыли наблюдать. Там тоже были инсектоиды, участвующие в создании этого корабля. Он не использовал маскировку, так как был меньше, чем наш. То есть это Момо, это все же другая миссия. Это другая миссия, это тоже были инопланетяне, да. Хорошо. Более того, они мне сейчас говорят, вы просто очень слепы. Даже все ваши телескопы не способны обнаружить того огромного количества инопланетной активности, которая есть в вашей Солнечной системе. То, что вы обнаруживаете, это всего лишь 1/10 часть от истинного. Вот так. Хорошо, следующий вопрос. Ваша раса или объединенное сознание, они были на Земле раньше? Возможно, мы знаем вас на основе каких-то наших мифов, легендах. Какая раса? 36 рас на борту. Или 38, 38.
А эти, которые ксартарианцы, они говорят: нет, мы не были физически на Земле. Мгм. То есть это в первый раз для вас? Да. Мгм. Следующий вопрос. Когда вы покинете зону Земли, останется ли что-то от вашего присутствия? След в пространстве, активизация в сознании, возможно, какой-то энергетический резонанс? Да, останется все перечисленное, в том числе и те представители, которые останутся работать с вами в течение многих лет. У других рас, которые останутся здесь, есть большая миссия, в том числе здесь находятся представители, вот, да, вот как они говорят, понятно. То есть они уже они рассчитывают на то, что мы вошли в галактическое сообщество, совершили квантовый переход, и там на борту находятся некоторые дипломаты от других цивилизаций, которые будут у нас на Земле заседать в дипломатическом совете. Мгм. То есть они здесь с долгосрочной миссией, возможно, на множество лет, примерно до 100 лет они здесь могут находиться. Может, Но кто-то это не вся команда, какая-то часть, 50, правильно? 30, да, часть команды. То есть кто-то прилетел сюда надолго, кто-то ненадолго. Мгм. Какие у всех разные цели. Да, Хорошо. Следующий вопрос. Могут ли люди из нашего мира в будущем стать частью таких же миссий, как ваша? Есть ли путь к эволюции, который приведет нас к возможности путешествовать точно так же, как вы? Или стать частью вашей команды? разумеется, в этом и заключается наша задача. Мы очень хотим, чтобы вы как можно скорее повысили свое сознание, осознанность, завершили все свои внутренние противоречия и конфликты, рассоздали первопричины своих проблем, основанные на шаблонном и деструктивном мышлении, и достигли уровня, способного трезво и ясно общаться с нами, без страха, без ощущения доминирования, без какого-либо опасения для себя. Когда ваша цивилизация станет готовой, она войдет в галактическое сообщество. Чтобы это осуществилось, необходимо соблюдение нескольких важных критериев. Первое – это достижение высокого уровня сознания на планете, то есть квантовое осознание, квантовый переход. Переход от шаблонного мышления, создания иллюзорных представлений, к восприятию себя как части единого целого, божественной сети первотворения, соединения с Абсолютом. А для этого вовсе не нужно нам физически присутствовать. Мы здесь присутствуем астрально и энергетически. Благодаря увеличению количества контактов вы должны научиться, как вид, контактировать с нами даже без физического взаимодействия. Одним из этапов выстраивания контакта любой цивилизации с Вселенной лежит сначала выстраивание духовной связи. Прежде чем произойдет физическое вступление человечества в Галактическую Федерацию, необходимо, чтобы все духовные представители вашей планеты, объединившись в порыве, стали раскрывать людям глаза на единство нас со Вселенной. Когда большинство на вашей Земле примут эту идею, а также идею о том, что вся Вселенная населена живыми существами, что ваше сознание бессмертно и вечно, и оно перерождается, что оно может быть и из других миров, и может прийти на Землю из инопланетных пространств. Когда это станет частью вашей культуры, это даст нам возможность проявиться физически более явно и провести уже более масштабное взаимодействие по вступлению в наш союз. Мгм. Дальше. Хорошо. Теперь хочется позадавать некоторые вопросы из нашего телеграм-канала, которые люди задавали, да, с пометкой «Очень серьезные вопросы». Очень серьезные Да. вопросы. Мгм. Первый. Расскажите подробнее про устройство своего корабля изнутри. Он разделен на отсеки, имеет внутреннее пространство, возможность ли перемещения, зоны обитания. Или все устроено совершенно иначе, не по принципу нашей логики? Именно про само устройство Ой. корабля. Сейчас будет сенсация. Сейчас на связь со мной выходит инсектоид.
Сейчас мне надо с ним синхронизироваться. Подождите, это очень тяжело. Мать устроена как живой организм. Это он говорит. Она выросла очень давно. Это древний корабль. Для нас он не является искусственным объектом. Он является живым существом, обладающим своим сознанием, в основе которого лежит кремнеорганическая форма жизни, основанная на протекании света. Мы участвовали в рождении этого корабля и в программировании его структуры. У него есть разные пространства, полости, секции, тоннели для перемещения, зоны для размещения экипажа, командные центры, вооружение для обороны, защитные поля. Это корабль-город. Внутри него, под куполом, находятся большие здания, дома, и многие здесь живут. Мы, как хранители этого корабля, всегда живем здесь, наблюдая за функциональностью всех его систем. Все. Угу. Интересно. Так, следующий вопрос, тоже очень серьезный. Когда, наконец, по вашему мнению, должен прийти Иисус? Потому что у нас тут слишком много версий. Да, говорят, что Иисус летит на корабле. Нет, его там нет. Открываю вам страшную тайну. Кстати, если вы не смотрели, у меня было 2 года назад прямой эфир, посвященный христосознанию и Христу. Там было 2 эфира. Они называются «То, что скрывают религии. Кто такой Бог на самом деле?». Откройте мой YouTube канал, раздел трансляции, пролистайте туда, и там будет с Иисусом 2 эфира. Смотрите в правильном порядке. Сначала один, потом другой. Что там очень большая исчерпывающая информация. Когда придет Иисус? Иисус придет, когда произойдет квантовый переход и массовое пришествие внеземных цивилизаций. Это может произойти по-разному. То есть, если мы все начнем перекидываться ядерными бомбами, мы ускорим его приход. Потому что ему придется уже явиться, так сказать, на тепленького, на разогретую основу. Но на самом деле есть разные сценарии, как он придет. И это не обязательно то, как в Откровениях написано, что будет апокалипсис. Бла-бла-бла. Нет, не обязательно так страшно. То есть произойдет это постепенно, когда мы будем готовы, когда будут идти голосования. Иисус уже прибудет в Солнечную систему, он будет находиться на ковчеге, на другом. И в момент, когда мы будем готовы, открыты к контакту, он придет сюда вместе с плеядианцами, с Галактической Федерацией, с другими цивилизациями. Они на корабле спустятся. Какая дата будет, никто вам не скажет. А если кто-то будет говорить, значит они врут. Просто врут, собирая ваши просмотры, потому что никто не знает этой даты, ни я не знаю, ни инопланетяне. И даже сам Иисус наверняка, я думаю, что он не знает. Это зависит от нас.
Он сейчас находится на другой планете, жив-здоров, в физическом теле, в таком же, как у вас, в том же самом, в котором он воскрес. Я его называю Иешуа. И он обязательно придет сюда. Это не то, что религиозная какая-то догма, это вообще не про христианство, это про реальные события, потому что и Иешуа, он наполовину инопланетянин, таких раньше называли полубоги, и его душа является как раз-таки воплощением представителя вот этих вечных, бессмертных древних из ядра галактики, серафимов, высшего уровня, наиближайшие к абсолюту, так сказать. Следующий вопрос. Тоже из серии очень серьезных вопросов. Почему, по вашему мнению, папуасы не эволюционируют? Папуасы. Очень хороший вопрос. Давайте мы на него ответим. Представьте себе группу аборигенов, местного населения, примитивного племенного характера. Почему, когда к ним приближается человек на вертолете или на машине, они начинают стрелять в него из лука? Потому что они боятся его. Потому что они считают, что если они примут в свою культуру что-то новое, такого, чего у них не было, поговорят с теми, кто от них отличается, с людьми белыми, да, потому что белые люди для них как инопланетяне для нас, да, то это приведет их к гибели. И их невероятный страх порождает агрессию по отношению ко всему, что чуждо их культуре, первобытному строю. Поэтому папуасы стреляют в вертолеты из луков, и когда с вертолетов к ним сбрасывают провизию, и ученые ожидают, что папуасы сейчас возьмут эту провизию, и такие преисполнятся благодарностью и поймут, что люди желают им добра, и все-таки решат вступить с ними в контакт, потом оказывается, что папуасы подумали, что они просто подстрелили небесного дракона из лука, и у него из живота вывалилась еда, которую они съели. То есть они интерпретировали все по-своему, видите, да? Поэтому прообраз этих папуасов — это наши земляне. Мы все с вами папуасы. Мы все с вами аборигены, живущие на Земле и увидевшие реально, вот вы думаете, вы такие смелые, такие все прям готовые увидеть инопланетян. Да я уверяю вас, если бы вот взял прямо сейчас, неожиданно перед вами появился вот такой товарищ, вы бы с дикими воплями побежали бы со всех ног, теряя тапочки и сбивая все на своем пути, падая и ломая себе коленки. Потому что это было бы действительно шоком и вызвало бы страх и агрессию в первую очередь, да? Поэтому, когда инопланетяне появляются над нашими городами, кстати, над Москвой, по-моему, в 2015 или каком-то году зависала огромнейшая пирамида прямо над Кремлем. Есть такое видео. Почему все об этом не говорят? Почему вы об этом не знаете? Потому что все такие посмотрели, ну это фотошоп. Хотя тогда таких технологий фотошопа и никаких нейросетей не было. Огромная пирамида, без всякой маскировки. Ее видно, ее подсвечивали вот эти софиты, которые там освещают башни эти, да. И она такая вращается. Люди едут в машине такие, что это такое? И никто не сказал, боже мой, инопланетяне прилетели. Они подумали, ну, наверное, это какой-то воздушный шар. Ой, вообще, ну правда, действительно. Квадратный, в форме пирамиды шар. Ага, сейчас. Поэтому мы с вами тоже папуасы. И мы просто боимся утраты своей идентичности. Чтобы мы эволюционировали, нам нужно открыться новому и перестать держаться за старые шаблоны, руководящие нами через страх.
Мгм. Дальше. Хорошая аналогия с нами. Так, вижу вопрос в чате, и не только на этом эфире. Многие люди до сих пор, после того, как мы уже осветили эту тему, есть некоторые искажения. Хочется, чтобы вот именно инопланетяне со своей точки зрения объяснили, да? Значит, читай вопрос. Переполисовка– это реально? Просто большинство людей утонет, их захлестнут волны, и останутся единицы, готовые за все ради еды. То есть, что имеется в виду под словом переполисовка? И почему люди это воспринимают не совсем верно? Вы не смотрели, наверное, мой эфир, который я посвящал этой теме переполюсовки. Переполюсовка, да, они тоже не понимают, почему люди так боятся, и почему люди думают, что должны быть какие-то волны. Цунами, волны, да. Сейчас я им объясню. Вот смотрите, у меня здесь даже есть для вас такое вот видео. Запустится или нет? Нет, не запустится. Ну, смотрите, наша планета вращается, это гироскоп. То есть ее вращение удерживает ее в определенном положении. Люди думают, говорят про волны, потому что они думают, что планета будет кувыркаться. То есть, что вот была Земля, и она такая кувырк и перевернулась. Но это неправда, это ложный страх, вызванный тем, что люди просто не до конца осведомлены и плохо понимают принципы законов физики. Ничего, сама планета переворачиваться не будет. Переполюсовка – это изменение магнитных полюсов. Потому что компас указывает не просто на север и на юг, он указывает туда, где находится магнитный полюс. А магнитный полюс, он постоянно движется. И он может переместиться, сместиться сверху вниз. Такое происходит каждые 26 тысяч лет. И ученые это знают. Они это доказали, они это не скрывают, потому что когда в Антарктиде, например, брали керны льда, там было явно видно, что раньше в Антарктиде был северный полюс, а потом южный. И также и сейчас произойдет. Планета не кувыркается, волн никаких не будет. Просто произойдет смещение магнитных полюсов. Раз и все. Угу. Достаточно подробный ответ. Так, тоже вопрос из чата. Интересно достаточно. Если люди нулевого уровня, то почему Иисус был и будет только у нас на земле? Почему только? У меня такой интересный вопрос. Вы были на всех планетах и знаете, где был Иисус до вас? Следили за ним. Не думаю. Нет, Иисус был не только на земле. Я думаю, тут вопрос больше про то, что если мы такие люди, ну, можно сказать, неосознанные, да, то почему Иисус пришел к нам, такой высокий уровень развития духа, так скажем, пришел к нам? Мы же вроде бы как такие нулевого уровня развития и так далее. Думаю, в этом больше был вопрос. Любой первый уровень начинается с нулевого. Это вот мне сейчас пледианцы говорят. Любой первый уровень развития начинается с нулевого. Сначала стартуется все с начала, с базовых понятий. Но ваша планета имеет огромное значение в глобальном плане для всей галактики и для божественной реальности. Сам Первотворец избрал ее для того, чтобы осуществить здесь свой план по объединению многих разумных существ в единое световое пространство. Вы являетесь одним из тех видов, которые благословлены высшей энергией Абсолюта, так как Земля является местом очень быстрого эволюционного развития, которое в многих других мирах недоступно. Угу. Так, следующий вопрос. Сколько у вас уже было подобных визитов в другие миры, к другим цивилизациям? И какие там были последствия? Ну, последствия визита имеется в виду. Мы в подобном составе не собирали миссии в другие миры, но нам известно о подобной практике, которая происходит как миссии от Галактического совета. Это довольно-таки частая практика,
когда расы подобного вам уровня эволюционируют, им высылаются дипломатические миссии, коей является наша миссия, дипломатические миссии по контактам, которые способны повлиять на эволюционное развитие вида. Мгм. Так, вопрос из чата. Спросите у плеядианцев, кто их бог? Тот же самый, кто и у вас. У нас нет понятия Бог как религиозной догмы. Мы воспринимаем Бога как единую вселенную, объединяющую все воедино, воспринимая себя частью Первотворца, являющимися проявлениями этого Бога. Для нас Бог – это все, что нас окружает. Это вы, мы, все внеземные цивилизации вместе взятые, объединенные единым светом. Это и есть Бог в нашем понимании. Мгм. Следующий вопрос. Можем ли мы претендовать на звание самой эксцентричной цивилизации? Нет. Есть те, кто способны вас переплюнуть. Мгм. Хорошо. Так, ищем интересные вопросы из чата. На многие вопросы уже просто был дан ответ в начале этого эфира, поэтому не будем повторяться. Юрия, вас учат в космосе не смеяться над вопросами? Нет, не учат. Я смеюсь над вопросами. Мой смех очень с любовью и с заботой излучается. Без тени какого-то, без насмешки. То есть это такое, знаете, радование идеям. Мгм. Так, хорошо, пока друзья пишут вопросы в чате, вернемся к очень серьезным вопросам. Скажите честно, вы есть те, кого наши религии называют богами, сошедшими с небес? Или вы просто выполнили технические задачи и не рассчитывали на такой подобный культ? К сожалению, да. Мгм. Так, тоже вопрос. У вас есть свои писания, свои заветы? Или вы считаете, что каждая цивилизация должна сама наделать своих иллюзий и потом из них выбраться? М. Нет, мы так не считаем. Каждый, конечно, познает свой опыт в рамках своей разумности, но это не запрещает контактировать с молодыми расами на духовном уровне. Прежде чем любая раса возникает на той или иной планете, для этого уже планета подготавливается некими другими цивилизациями из других миров и пространств. Идут выстраивания этих цивилизаций. И порой рождающиеся на той планете существа уже являются пришельцами из других миров. Так, например, ваши земляне не являются самостоятельным видом, который развился в Солнечной системе. Вы прибыли сюда из других пространств. Ваши души не родились и не эволюционировали здесь, они прибыли сюда. Поэтому у вас уже есть огромный опыт и багаж знаний, связь с духовностью. Ваши души, которые эволюционируют в Солнечной системе многие миллионы лет подряд, выбрали опыт познания в этой планетарной системе для того, чтобы пройти его от нуля до того уровня, где вы находитесь. Мгм. Так, тоже вопрос из чата. Этот ковчег будет забирать людей на две другие планеты или это уже не актуально? Этот ковчег не предназначен для эвакуации с Земли. Хотя может быть использован, если будет необходимость. Вместимость ковчега 3 миллиона человек в случае необходимости. Мгм. Так, следующий вопрос.
Возможен ли сейчас физический контакт без защитного скафандра? Наше тело выдержит более высокие вибрации? Да, возможен. Мгм. Смотря с кем. Так, тоже вопрос из чата. Когда все-таки ждать солнечную вспышку и переполюсовку? В ближайший год или десятилетие? Состояние вашего полюсов нестабильно. Переполюсовка может произойти в ближайшее время. Есть еще активные точки в этом году, когда это может совершиться. В октябре и в ноябре будет повышение вероятности, так как активность поля возрастет. Если в этот момент будет открыт портал, то вероятность будет высокой. Но недостаточно на Земле еще в данный момент людей сгармонизированных с высокими частотами новой эры. Необходимо увеличить вашу активность по гармонизации этих частот. Они даже, знаете, мне как сейчас говорят, вы лучше просите, чтобы квантовый переход откладывали. Потому что если у вас появится дополнительное время для подготовки, это будет лучше. Так как вы сейчас воспринимаете этот процесс как некую панацею, решающую все ваши проблемы. Но от этого может стать только больше хаоса в первое время и больше трудностей. Мы рекомендуем заранее подготовить свое сознание, заранее совершить квантовый переход, так как глобальный квантовый переход не ограничивает индивидуальный квантовый переход. Каждый из вас может перейти на высокий уровень 5D осознанности в любой момент. Вам для этого не нужна никакая дата и не нужно ничего ждать. Просто ждать – это глупая, бессмысленная затея, основанная на потере времени и позиции жертвы. Такая позиция не приведет ни к чему. Мгм. Хорошо, следующий вопрос. Используют ли и могут ли использовать инопланетяне искусственный интеллект для передачи информации? У нас многие компьютеры устроены по принципам искусственных программ, которые в разных цивилизациях основаны на разных основах. Это тоже форма интеллекта, искусственного интеллекта, запрограммированных систем. Мы их используем, но они находятся полностью под нашим осознанным контролем. Мгм. Я предлагаю нам переместиться к итогу нашего эфира, потому что мне уже тяжело. Так, сейчас мы с вами сделаем медитацию. Мы выйдем из тела через ментальное поле. Это безопасно. Отправимся на этот корабль. Возможно, вы сами что-то увидите. Я вас очень прошу, друзья, поддержите мой канал и потом обязательно поставьте свои какие-то лайки, подпишитесь. И прежде чем мы полетим туда, я хочу вам напомнить, что я передаю очень много знаний, провожу курсы. Например, у нас скоро стартует курс по раскрытию чакр. Это сейчас очень актуально. Буквально в начале сентября, где мы будем работать над выстраиванием тела света. Это как раз сейчас очень актуально. Да, меня просят напомнить сейчас вам, представители Ксартау, что сфера, которую они активируют, работает с энергиями Земли. Поэтому сейчас очень важно, это совет, последний совет они дают, очень важно для каждого из вас работать с энергиями Земли и заземляться. Буквально, вот сейчас они мне говорят, используйте медь, медные инструменты. Вот у меня есть, например, медное кольцо, это из меди. Медь, используйте медь
и заземляйте. То есть берется, да, если вы спите на втором этаже, если вы спите в большом доме, используйте заземление во время сна. Например, есть такое постельное белье с заземлением, с металлической нитью, которая подключается к проводку и втыкается в землю. Да, да. И, например, когда вы медитируете или делаете энергопрактики, вы можете купить медную проволоку или медный лист, или хотя бы фольга обычная металлическая. Если вы не можете в данный момент стать на землю босыми ногами, например, зима, или не знаю, какие-то причины, то вы можете подключить к заземлению металлический лист, например, из меди, и на него босыми ногами встать и постоять какое-то время. То есть вы через эту медь будете впитывать энергию Земли, вместе с энергией квантового перехода активировать свою первую чакру. Сейчас очень важно работать с чакрами. Это важная такая практическая рекомендация. Как можно больше гулять, как можно больше проводить время на природе. Делайте практику с деревом. Зарядка через дерево. Давайте, сейчас некогда уже, я вам в телеграм-канале вышлю подробную инструкцию, как делать практику с деревом. И вот эти рекомендации тоже. То есть медитация с деревом, которую способна перезарядить весь организм. Это для исцеления, для восстановления организма, для всего хорошо. Участие в телеграм-канале безоплатное. Можете в описании там ссылку найти или по QR-коду перейти. Я там инструкцию вам опубликую. Но в целом сейчас мне очень много об этом говорят, что нужно использовать заземление во время энергопрактик и во время медитации в любой момент нужно использовать заземление. Прям напрямую, соединение с землей. То есть снимать обувь, потому что там резиновая подошва, да, и медитировать прямо на земле, либо на медной пластине, которая подключена проводком к земле. Все, на этом все. Сейчас мы переходим к медитации. Да, кто хочет на курс записаться, те запишутся. Сейчас уже у нас финальная итоговая. Итоги мы подводим по записи, и будут ближе к старту курса изменяться цены в большую сторону, поэтому я рекомендую, пока они еще не изменились, сейчас поинтересоваться этим вопросом. Займите удобное положение сидя. Можно лежа. Закройте глаза, расслабьтесь. Сейчас я включу легкую музыку ненавязчивую. Это навязчивая. Это. Почувствуйте свое тело. Сделайте глубокий вдох, выдох. Отпустите контроль и логику. Позвольте себе сейчас просто быть. Не задавать никаких вопросов, а наблюдать за мыслями, как они проходят мимо. Тело расслабляется, и вы начинаете чувствовать, как вокруг вас формируется плотная световая оболочка. Создайте сейчас вокруг себя световой купол. Вокруг он становится золотым. И вы начинаете видеть себя, словно изнутри золотого яйца. Произнесите сейчас следующие слова, мысленно или вслух. Сейчас я создаю вокруг себя божественный фильтр света, через который ко мне проходят только чистые, светлые, высоковибрационные энергии. Я прошу ангелов-наставников, моих небесных покровителей и защитников быть со мной в этой медитации.
Сейчас вы начинаете чувствовать, как ваше тело становится легким. Наполняется какой-то легкой энергией, словно облака изнутри начинают заполнять ваше тело. Оно становится воздушным, газообразным. И начинает взлетать вверх, поднимаясь над тем местом, где вы сидите. Ваш мысленный взор как видеокамера, как глаз, который вылетел из вас и летит вверх, поднимаясь в этом легком образе эфирного тела. Внутри золотой сферы вы движетесь вверх и чувствуете, как за вами, за вашими ногами, за вашим телом тянется связь с землей. Вы видите эту связь как некий провод, соединяющий вас световой энергией с Матерью Землей. Вы начинаете чувствовать, как поднимается все выше и выше ваше эфирное тело. Проходите через облака, через все слои атмосферы, оказываясь в космосе. Сейчас мы видим космическое пространство. Здесь ангельские представители внеземных существ в виде световых шаров встречают нас. И перед нами предстает эфирная летающая тарелка золотого цвета. Она похожа на два соединенных между собой золотых диска, сверху и снизу. Войдите в эту золотую тарелку мысленно. Садитесь в центре нее. И сейчас это золото начинает сиять ярче, а вокруг вас начинает вращаться торсионное поле, как бублик. Этот бублик ускоряется. И вы летите вверх в космос. Ваше внимание устремляется в сторону космического корабля Ксартау. Сделайте вдох, выдох, и сейчас на счет 3 наша тарелка мгновенно переместится к этому астероиду. 1, 2, 3. Мы выходим из прыжка. Тарелка раскрывается. Перед вами предстает образ кометы в защитном поле. Коды доступа открываются. Открывается защитное поле, и вы видите корабль. Мы проходим внутрь. Приближаемся к посадочной площадке, где вас встречают представители световых цивилизаций. Сейчас вы можете погулять по кораблю, пообщаться с его представителями. В течение какого-то времени сами. А потом мы вернемся вместе назад.
Сейчас нас приглашают в зону слияния с исцеляющей сферой. Вы проходите к светочу души, энергии Ба. Видите перед собой эту огромную сферу. Вы раскрываете свои ладони и направляете к ней. Почувствуйте, как от этой сферы к вам начинает истекать некая энергия. Какая она? Впитайте их энергию, впитайте эту энергию. Направьте ее на себя, почувствуйте, как она начинает изменять и благословлять вашу структуру, объединяя вас душой. Вы можете побыть в этом пространстве еще какое-то время и пообщаться с его населением. И сейчас мы начинаем процесс возвращения. Поблагодарите всех, кто вас окружал, с кем вы общались. Поблагодарите пространство в целом. Даже если вы особо ничего яркого не почувствовали, все равно поблагодарите. Сейчас мы возвращаемся к шлюзу, там нас ждет снова золотая тарелка. Заходим в золотую тарелку. Она закрывается. Сейчас золотая тарелка начинает вращаться. И мы вылетаем обратно к земле. Наше движение ускоряется. На счет 3 мы будем у земли. 1, 2, 3. Мы прибыли. Тарелка раскрывается. Мы выходим из нее. Сейчас вы чувствуете, как ваше эфирное тело тяжелеет и снова возвращается в физическое тело, опускается вниз, полностью сливается с физическим телом. Почувствуйте свое физическое тело в целом, почувствуйте это пространство, потрогайте себя, пошевелитесь, покрутитесь, откройте глаза.
Сделайте глубокий вдох, выдох, заземлитесь, направьте энергию к центру Земли, слияйтесь с Матерью Землей. Задайте себе вопрос, где я, что я делаю, что вокруг меня происходит. Посмотрите осознанным взором вокруг себя. Вот такое путешествие, друзья. Надеюсь, что вы напишите в комментариях, что вы почувствовали, что вы увидели. Я благодарю вас за ваши царские комментарии и царские лайки, потому что действительно это очень ценно. Многие люди думают, что да, это легко делать видео, это легко заниматься такой работой, что там стоит нам лайк поставить, это очень тяжело. Написать комментарий это тоже тяжело. Но я верю, что многие из вас способны преодолеть эти трудности и сделать какой-то жест в поддержку канала. Возможно, вы можете распространить это видео, переслать его. Возможно, есть какие-то сообщества по интересам, где тоже эта тема может быть интересна. Тема инопланетян, тема эзотерики, тема духовности. Поделитесь, каждый своими силами может распространить и приумножить эти знания в пространстве. Чем быстрее все люди на Земле узнают о существовании цивилизаций, тем быстрее мы все войдем в новую эру. Я вас всех очень благодарю. Благодарю за ваши донейшены. В описании под этим видео есть ссылка. Там надо 3 раза аж нажать, потому что там есть галочка вниз, потом кнопочка еще, потом кнопочка еще раз еще, и тогда только открывается полный список. Если будет нарушение со связью, вы знаете, что делать, знаете, какие штуки устанавливать, как что обходить. Если будет проблема, у нас есть телеграм-канал, у меня есть тикток канал, у меня есть каналы на английском, на испанском, поэтому если хотите помочь в распространении на других языках, тоже найдите, подпишитесь в мои английские, испанские каналы. Можете по-английски набрать мое имя и, например, там квантовое сознание, Quantum Consciousness, и вам высветится мой английский канал. Я вас всех очень благодарю. На этом у меня все. Жду вас на курсах и на следующих эфирах.